Добрый вечер. Здравствуйте. Почему я сегодня так прям сказала добрый вечер? Я сегодня буду печь кекс ГОСТовский, такой сливочно-изюмный вкус у него. Я думаю, кто постарше, они помнят этот вкус. В любой ГОСТовской книге найти можно эти рецепты. Я буду печь кекс, и его очень хорошо печь на ночь. Он должен настояться. И вот этот кекс, что интересно, он вот чем дальше, тем вкуснее. Вот завтра он будет вкусный, а послезавтра он будет еще вкусный, но у меня его не останется. Поэтому начинаю печь. Печь я буду его, у меня вот такие формы силиконовые. Сейчас хорошо продаются, очень удобно. Надо еще, чтобы уже состряпал, так состряпал. Дня на 2. Так, начинаем. Первое, что я делаю, это я ставлю масло взбиваться. Вот оно сейчас 5 минут будет. Раз, и отбила. 5 минут будет само масло взбиваться, а потом я буду все в него добавлять. Так, 5 минут взбили одно масло. Масло комнатной температуры. Теперь высыпаем сахар. Высыпаем сахар и ставим еще на 10 минут. Все вместе 15 минут. Как обычно, я делаю все здесь, вот эти две, это получается, что у меня двойная порция будет. То есть я напишу на один кекс рецепт, а это я уже делаю. То есть я беру яйца. Вообще по рецепту надо 2 яйца и 1 желток. Ну, так как у меня двойная, я добавляю 2 яйца, 4 яйца и 2 желтка. И также добавляю... Надо 1,5 ложки, но я буду добавлять 3 ложки коньяка. Такой будет сливочно-изюмный вкус. И взбиваю. Сейчас я включу миксер и буду в свою масляно-сахарную смесь добавлять понемножечко яично-коньячную смесь. Теперь я беру муку. 5 минут я взбивала масляно-яичную смесь с яично-коньячной смесью. Получился такой вкусный вкус. Теперь я ложечки такие полные 3 оставлю для изюма. Изюм я заранее залила кипятком. Простоял он у меня 5 минут. Потом я промыла под проточной водой. И он сейчас стоит у меня в ситечке. Теперь... я просеиваю муку. Муку просеиваю. Ванечки нету, помощника, спит уже. Все, уже спать. Сегодня набегались, спит, уснул сразу. Но оператор, в принципе, тоже спит уже. Оператор еще и наездился, дел наделался. А Ванечка на улице набегался, снегом наигрался. Так.
У меня завтра еще работа. Ногти делать. Поработать надо. Так, вот так. Сюда же я еще раз возьму, высыплю сюда разрыхлитель и возьму, так как мне надо щепоточку соли, но у меня порция двойная. А так тоже сделаю. Все туда убрала. Все. Так, а здесь я сейчас смешаю изюм с мукой. Возьму, выкладываю, положу сюда изюм, муку, которую оставляла для него. И смешиваю все. Изюм смешиваю с мукой. Кексы, они как-то всегда должны быть с изюмом. Ой, такой изюм становится, как цукатики. Как цукатики. Еще раз повторю. Кстати, мне как-то комментарий написали. Светлана, у вас что, не рецепт? Но я там, правда, пекла быстрый бисквит. То есть без взбивания, без ничего. Быстрый Наполеон. А здесь, что не рецепт, то все типа быстро. Ну так, сегодня долгий кекс. Пекется 170 градусов, час 40 будет выпекаться. И замес такой большой, вот я миксер останавливаю, чтобы не шумел. Вот сейчас я смешала, здесь у меня мука, разрыхлитель, соль и изюм. Сначала я изюм соединила с мукой, а потом я его выложила сюда. И теперь я буду выкладывать по ложечке. Теперь я выключу. Я все выложила и хочу сейчас... Ой, какой, посмотрите, какой красивый. Он уже вкусный, посмотрите, какой. Ой-ой-ой. Сейчас я его перемешаю. Все перемешала. Пусть теперь тихонечко взбивается. Все. Тесто взбилось. Получается 5 минут масла с сахаром, 10 минут яичная смесь с коньяком, масло, сахар и мука еще 5 минут перемешивалась. Вот столько минут я все взбивала. Я смажу все-таки силиконовую форму, хотя нет такой необходимости. Но я все равно по старинке чуть-чуть смазываю. Кашу маслом не испортишь. Кашу маслом не испортишь. Какой ты мудрый. Теперь все это сразу сниму сейчас вот это, чтобы она не капала. Оп. Уберу в тарелочку. Вот сюда. Очень вкусно. Вы посмотрите, какая... Да чего же она красивая смесь, посмотрите. Ой-ой-ой. Наверное, не передаст. Она вообще, правда, до такой степени красивая. Шикарная выпечка. Буду делить на 2, потому что у меня двойная порция. И выпекаться будет, еще раз повторюсь, на 170 градусов час 40. Похоже внешне на мороженое или йогурт Да, какой-то. вообще То шикарно. есть на тесто даже не похоже. Вообще шикарно. Вот шикарно прям. Но кекс есть кекс. Кекс, он и в Африке кекс. Какая ты мудрая. Кекс, он и в Африке кекс. Ой, какая красота. И вот это рецепт не быстрый, но он того стоит. И желательно его делать на ночь. И если вот миксер долго же взбивает, и если вдруг у вас миксер начал греться, то возьмите всю массу, уберите в холодильник, а миксер остынет. А потом достанете. Во, какой получился. Ну, тут чуть-чуть побольше, тут чуть-чуть поменьше. Ну, ничего страшного. Ну тебе и мне как раз. Я убираю свои шикарные кексы
в газовую плиту, в духовку. У меня уже она греется 170 градусов. Встретимся, когда спеку. Так, ну вот они, мои 2 кекса. Вообще в совершенстве надо оставить в форме до полного остывания. Палочкой я проверила, палочка чистенькая. Все спеклось, ну за час 40-то, конечно. Так, но мы будем делать сейчас. Вот они какие. Раз. Запах какой стоит. Запах вообще на всю Ой, какой запах стоит. И вот считается, что чтобы резать, они должны полностью остыть. Ну, по идее, ложечки 2 на 1 пирог надо. Кекс. И ложечки 2, даже добавки не буду. Достаточно, чуть-чуть еще. Того было побольше теста, он повыше. Другого поменьше. Вообще, говорят, кекс вкусно, я уже говорила. Чем дальше, тем вкусней. То есть утром он будет вкусный, а послезавтра утром он будет вообще вкусный. Он еще горячий. Он должен остыть полностью. Посмотрите, какой. От него пар еще идет. Смотрите, какой. Супер. Ну, запах, конечно. Да, теперь он будет остывать. Утром детки будут завтракать. Нелегкий рецепт, сложный рецепт, но он того стоит. Очень вкусный запах. Сливочно с изюмом такой. Смотрите. Час 40. Температура 170. 160-170. Смотрите по вашей духовке. До скорой встречи, друзья. До новых видео.